На протяжении последних 2 недель, а именно после того, как SEC одобрила 11 спотовых биткоин ETF, вы наверняка могли заметить огромное количество положительных новостей, что спрос на ETF растет очень быстрыми темпами, торговые объемы превышают 28 миллиардов долларов в сутки, аналитики говорят, что биткоин ETF обгонит золото, а большие американские инвесторы наконец-то могут вкладывать свои деньги в биткоин. Именно такие положительные новости регулярно публиковались на прошлой неделе. Но если все так хорошо, почему тогда биткоин до сих пор не стоит 100 тысяч, а наоборот рискует потерять очень важный уровень 40 тысяч долларов? Этот вопрос сейчас интересует абсолютно каждого криптоинвестора, ведь еще начиная с лета 2023 года все скупали биткоин в надежде на то, что он пробьет новый исторический максимум сразу после одобрения ETF. Тем не менее, как только SEC дала зеленый свет биткоину и цена развернулась после 49 тысяч долларов, многие сразу же потеряли веру в рост и начали продавать биткоин. И в принципе купить на хаях, а после продать в минус на первой же коррекции – это классическая ошибка, которую совершают очень много инвесторов, которые покупают криптовалюту. Но пока все в страхе продолжают продавать биткоин, главным покупателем, который всего за 5 дней скупил 33 тысячи биткоинов, является мировой гигант BlackRock. Последние данные говорят о том, что BlackRock скупает по 6266 биткоинов в день и не собирается останавливаться. Вот только майнеры добывают всего 900 монет в сутки, а после халвинга в апреле эта цифра вообще упадет до 450. Но если BlackRock продолжит скупать биткоин такими темпами, то до конца месяца на их балансе будет более 80 тысяч биткоинов. А с ростом спроса на их ETF и постоянными накоплениями новых монет, BlackRock может стать главным холдером биткоина во всем мире, чего наверняка желает добиться Ларри Финк. Но так ли это на самом деле, вы узнаете сегодня в видео. Также, помимо разбора секретного плана BlackRock, мы сегодня обсудим многие другие важные события, которые происходили в мире крипты за последнее время. Я вам расскажу, кто виноват в падении биткоина до 40 тысяч долларов, улетит ли Dogecoin на Луну после запуска нового платежного сервиса в приложении X, а также мы вместе с вами проведем подробный теханализ биткоина на ближайшие 7 дней. Поэтому рекомендую смотреть видео до конца. А поскольку январь уже подходит к концу, самое время сбалансировать свои криптопортфели и добавить новые перспективные монеты. И чем быстрее вы поставите этому видео 800 лайков, тем раньше мы выпустим топ лучших монет на 2024. Вам, как всегда, спасибо за лайки. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, те, кто давно в крипте, прекрасно знают, что биткоин не может постоянно расти и каждый день пробивать новые максимальные уровни. Иногда наступают и коррекции, как, например, на прошлой неделе, когда биткоин упал почти на 10% и протестировал первую поддержку на уровне 40 300 долларов. Но чтобы в такие моменты не паниковать и в страхе не продавать все свои монеты, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, потому что только наши подписчики первыми узнают, почему падает рынок, насколько это критично, а также что нужно делать во время коррекции. В Telegram мы 24/7 на связи и сейчас проводим опрос, на какую монету сделать подробный обзор. Поэтому переходите, подписывайтесь и голосуйте. Ну а что касается биткоина, то ситуация максимально интересная. Ведь пока компания Grayscale продает 60 тысяч биткоинов на сумму 2,5 миллиарда долларов, мировой гигант BlackRock продолжает скупать цифровое золото по 6 тысяч монет в день. Но давайте обо всем по порядку. На прошлой неделе биткоин пробил несколько ключевых уровней, а именно 43, 42 и 41 тысячу долларов, в результате чего цена упала на 8% и протестировала минимум 11 декабря на уровне 40 300 долларов. И конечно же самый главный вопрос, почему это произошло и продолжит ли биткоин падать дальше, несмотря на локальное восстановление. На самом деле причина падения лежит на поверхности, потому что согласно данным, компания Grayscale, которая получила одобрение ETF от SEC, с момента начала торгов биткоин ETF продала 60 тысяч биткоинов. Но зачем, если спрос на ETF только растет? Есть две основные причины. Во-первых, Grayscale взимает комиссию за управление ETF GBTC в размере 1,5% в год, что в 5, а то и 6 раз выше, чем комиссия других эмитентов, как, например, ProShares или Valkyrie. А во-вторых, многие инвесторы купили GBTC со скидкой 40% к стоимости чистых активов фонда, надеясь получить прибыль от премий. Ведь ранее GBTC это был трастовый фонд, а не ETF, из-за чего сейчас эти премии недоступны. Вот поэтому, чтобы выполнить свои обязательства перед инвесторами,
инвесторами, GBTC должен продать часть имеющихся у него биткоинов и передать выручку инвесторам. По данным CryptoQuant, с 12 января Grayscale перевела на Coinbase более 41 тысячи биткоинов для продажи. Причем общие продажи Grayscale составили 60 тысяч монет, как я сказал ранее. Тем не менее, аналитики CryptoQuant считают, что в этой коррекции не виновата Grayscale, а падение связано с продажами розничных инвесторов, которые фиксируют прибыль после одобрения ETF. Ведь вот этот график указывает на то, что с 7 по 22 января приток биткоинов на бирже увеличился до 5,4%. А как мы знаем, чаще всего биткоин переводят на бирже только для продажи. И как я говорил еще в прошлых роликах, коррекция после одобрения ETF была ожидаемой. Ведь все хотели заработать на этих положительных новостях. Но пока сейчас розничные инвесторы продают биткоин, и некоторые это делают даже себе в убыток, компания BlackRock не жалеет ни цента и продолжает скупать биткоин рекордными партиями по 6 тысяч монет в день, за счет чего на данный момент BlackRock накопила 33 430 биткоинов на сумму 1,3 миллиарда долларов. И это только спустя 11 дней после одобрения ETF. Согласитесь, цифры впечатляют. Вот только если учитывать, что количество биткоинов на рынке ограничено и сейчас составляет около 19,6 миллионов монет, то покупки BlackRock с каждым днем будут создавать дефицит ликвидности на рынке. На данный момент ежедневно добывается 900 новых биткоинов, а в апреле эта цифра упадет до 450 после халвинга. И даже если BlackRock начнет покупать биткоин напрямую у майнеров, это уже приведет к чистому дефициту в 5266 биткоинов. То есть им придется покупать биткоин у кого-то еще. Например, внебиржевые отделения Coinbase имеют достаточно ликвидности, чтобы покрыть спрос BlackRock. Однако это не может продолжаться вечно, ведь количество биткоинов ограничено. На этой таблице показано, что было, если бы BlackRock скупала ликвидные биткоины, в том числе и у майнеров. И как вы видите, постоянные покупки 6000 монет приведут к тому, что уже под конец этой недели у BlackRock будет более 80 тысяч биткоинов. Согласен, это меньше, чем у Майкла Сейлора или Grayscale. Но если в этом году BlackRock продолжит скупать по 6000 монет в день, то уже в сентябре у них будет почти 1,5 миллиона монет, что превышает количество ликвидных монет в обороте. А учитывая, как Ларри Финк поддерживает биткоин и в целом весь рынок криптовалюты, ему крайне важно получить максимальный контроль этого рынка. Ведь давайте не будем забывать, что BlackRock это не просто фонд, а это одна из самых больших инвестиционных компаний мира, под управлением которой находится 10 триллионов долларов. И все мировые компании, которые вы видите на экране, находятся в руках именно BlackRock. Но еще очень скоро в этих руках может оказаться более 50% биткоина, которые розничные инвесторы сами же продают BlackRock. Конечно, мы не можем утверждать, что они продолжат скупать по 6 тысяч монет в день, но их интерес к биткоину теперь видит каждый. А когда самый большой фонд в мире увеличивает спрос на любой актив, это является отличным катализатором на долгосрочный рост, из-за которого биткоин и не падает ниже 40 тысяч долларов. На прошлой неделе цена биткоина отскочила от локального дна и выросла на 4%. Такое же движение наблюдалось и у многих альтов, как, например, Polygon, который протестировал 74 цента, после чего начал расти. И я неспроста взял Polygon, потому что именно эту сделку на прошлой неделе получили участники нашей подписки Coin22 Pro и заработали от 70% чистой прибыли. А все потому, что заранее получили точку входа от нашей команды профессиональных аналитиков. Но если вы новичок и ни разу не открывали такие сделки, в подписке Pro вы получите пошаговое обучение, которое направлено на практику. То есть уже с первых дней вы будете торговать под руководством наших специалистов. А поскольку сегодня начинается новая рабочая неделя, наши аналитики уже подготовили сделку на биткоин, чтобы заработать на его движении. Поэтому если вы не желаете упускать свою потенциальную прибыль и хотите получить качественную сделку по биткоину, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы сразу получите всю необходимую информацию по подписке Pro, а также лучшую точку входа по биткоину. Но в то время, пока на прошлой неделе альткоины просто копировали движение битка, на рынке была замечена одна монета, которая выросла на 15%, и это Dogecoin. Но как мы знаем, Doge растет только по одной причине, и это Илон Маск. Но что он сделал на этот раз? На выходных в Твиттере начали активно обсуждать вот этот недавно созданный профиль с названием Payments. На сегодняшний день в этом профиле нет ни одного поста, но при этом он имеет золотую галочку, логотип X, а также одну подписку на официальный профиль приложения X. Но исходя из названия,
описания, многие пришли к выводу, что это будущий аккаунт платежной системы X, над которой сейчас работает Илон Маск. В видео, где я делал прогнозы на 2024 год, я рассказывал, что к середине года Илон Маск должен запустить полноценную систему для проведения платежей прямо в приложении X. И скорее всего, этот профиль будет официальным аккаунтом данной системы. А поскольку сейчас криптовалюта идеально подходит для проведения платежей, появились слухи о том, что в новую систему будет интегрирована криптовалюта. Прежде всего это биткоин, эфириум и USDT. Ведь еще в прошлом году Маск получал специальные лицензии, которые позволяют проводить криптоплатежи. Но все мы знаем, что любимой криптовалютой Илона Маска по-прежнему остается Dogecoin, о чем он нам напомнил в начале года. Конечно, именно это и стало катализатором для роста Доги, который единственный на рынке подскочил на 15% вверх. Я прекрасно понимаю, что этот рост ни при каких условиях не сравнится с тем, что было после того, как Маск купил Twitter. Но тем не менее, если в середине года Илон Маск решит сделать подарок холдерам Доги и все-таки добавит его в платежную систему X, рост будет еще больше, чем в октябре 2022 года. Поэтому специально для вас мы продолжаем следить за твиттером Илона Маска. И если появится какая-то новая информация, первыми ее получат подписчики нашего Telegram. Так что проверьте, подписаны ли вы на Telegram или нет. Ну а теперь давайте поговорим о биткоине, потому что после одобрения ETF уже прошло 11 дней, а его цена до сих пор находится ниже 45 тысяч долларов. В принципе, прошлая неделя началась очень даже хорошо, ведь после 15% падения биткоин начал расти и даже попытался пробить ключевой уровень 43 тысячи долларов. Но к середине недели положительный настрой инвесторов начал утихать, и цена не смогла закрепиться выше 43 тысяч. А уже после новостей, связанных с Grayscale, биткоин и вовсе упал на 6% и протестировал поддержку 11 декабря на уровне 40 300 долларов. Таким образом, мы можем сразу себе отметить вот такой диапазон спроса, где происходит активное накопление, потому что биткоин уже трижды опускался в эту область, а именно 11 декабря, 3 января и вот крайний раз на прошлой неделе. Но после этого начинается самое интересное, ведь если раньше после падения биткоин сразу же возвращался выше 42 и 43 тысяч, то сейчас он восстанавливается менее активно, потому что цена проводит самую долгую консолидацию за последнее время. Но я не считаю, что это плохо, ведь вот в этом видео я говорил, что биткоин должен войти в так называемый режим стейблкоина, когда его цена почти стабильна и торгуется на одном уровне. Это происходит из-за того, что никто не хочет ни продавать, ни покупать. Тем самым мы можем определить приблизительную справедливую стоимость, которая не зависит от новостей, а формируется только на основе настроений инвесторов. И как вы видите, сейчас 40 тысяч долларов обеспечивают очень хорошую поддержку, и именно от этого уровня будет зависеть дальнейшее движение биткоина. Если цена сохранится на этом уровне, что вполне возможно на фоне покупок от BlackRock, то 38 тысяч мы не увидим. А те, кто интересуется, стоит ли покупать биткоин прямо сейчас, я отвечу да, ведь покупать нужно только на коррекции, при этом небольшими частями. И несмотря на последнее снижение, долгосрочный тренд остается восходящим, поэтому если вы холдите биткоин, в очередной раз вам скажу, что продавать его не стоит, так как впереди нас ждет халвинг. С эфиром ситуация немного похуже, ведь формирование вот этого медвежьего флага может усилить падение до поддержки на уровне 2300 долларов, но это может произойти только если эфир не пробьет вот эту линию тренда и не закрепится на уровне выше 2500. А глядя на рынок альтов, ничего глобального не произошло. Альты скорректировались в 2 раза больше, чем биткоин, и это вполне нормально. Тем не менее, предстоящая неделя должна стать очень важной для рынка крипты, ведь если BlackRock продолжит скупать биткоин, вероятнее всего он возобновит рост, и крипта начнет двигаться вверх. Поэтому за рынком мы внимательно следим, а всей актуальной и важной информацией будем делиться в нашем телеграм-канале. Поэтому не забывайте подписываться и голосовать за монету для подробного обзора. Также в комментариях оставляйте ваши прогнозы по биткоину не только, и дополнительно жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Всем желаю хорошей и прибыльной недели. С вами был Влад. До скорых встреч!